Что такое нефункциональное тестирование? Какие подвиды нефункционального тестирования бывают? Какая разница между юзабилити и performance testing? Обо всем об этом сейчас детально поговорим. Меня зовут Игорь, и вы снова на канале QLabs. Поехали! Напомню, что сегодня вторая часть темы функциональное и нефункциональное тестирование. И акцент сегодня мы сделаем, конечно же, на нефункциональных видах тестирования. Давайте же разберемся, что такое нефункциональное тестирование. Оно отвечает за проверку того, как хорошо, быстро и стабильно работает наше программное обеспечение в момент выполнения его функционального назначения. Да, то есть в момент того, когда пользователь пользуется внутренним функционалом нашего программного обеспечения, мы проверяем дополнительные метрики, насколько быстро это выполняется, стабильно и в целом как корректно работает система при этом. Можно привести следующие примеры. Это простой и интуитивно понятный внешний вид системы. Следующее – это корректная и быстрая работа системы при стандартных нагрузках и нагрузках выше нормы. Ну, допустим, когда у нас какой-то онлайн-магазин, и он должен выдерживать, допустим, 100 тысяч пользователей в день. Ну и следующий пример – это мгновенное восстановление корректной и стабильной работы резервного оборудования в момент сбоев на основном оборудовании. То есть это дополнительные нефункциональные особенности нашего программного продукта, которые, в принципе, могут быть, на первый взгляд, непонятны пользователю, и он может о нем не задумываться, но при этом, помимо основного функционала, система также может уметь делать и это. Давайте же разберем теперь подвиды нефункционального тестирования. Сюда можно отнести как юзабилити тестирование, тестирование производительности, надежности, поддерживаемости, портируемости. То есть в целом можно обобщить все эти подвиды тестирования, что они нацелены на проверку понятности программного обеспечения, сложность выполнения основной ключевой задачи программного обеспечения, сколько шагов нужно сделать пользователю, чтобы воспользоваться этим основным функционалом, насколько там, допустим, выдерживает наш функционал нагрузку при 1000 пользователей, при 100 тысячах пользователей или когда миллион пользователей будет заходить в сутки, то насколько программный продукт работает 24/7, насколько он умеет восстанавливаться после каких-то сбоев оборудования или в целом переключаться на резервное оборудование, то насколько в целом его сложно тестировать и поддерживать в момент разработки, а также то, насколько его сложно переместить в среду, где он должен работать, а также может ли он конфликтовать с другим программным обеспечением, где будут находиться системные файлы нашего программного обеспечения. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк, для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.